Яндекс.Картах внезапно потерялся остров Лесбос в Эгейском море. Да, собственно, и само море. Топонимы отображаются только при их поиске по названию. Пользователи уже связали это с новым беспощадным законом о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Но в компании потерю названия моря объяснили технической ошибкой. Ну а потерю названия острова не объяснили никак. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Вслед за крейсером «Москва» в Феодосии подбит большой десантный корабль «Новочеркасск». В окрестностях Феодосийского порта можно встретить множество фрагментов обшивки большого десантного корабля «Новочеркасск». Иран утверждает, в Дамаске был убит один из высокопоставленных генералов иранских стражей революции. Цахал от комментариев воздерживается. Я не комментирую действия иностранных изданий. Путин и Лукашенко шутят про яйца. Россиянам тем временем не до шуток. Продукты продолжают дорожать из-за войны. Ну, поставьте нам немножко, не жадничайте. Приветствую вас, дорогие подписчики. Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших роликов. Итак, вперед к новостям. Громкая ночь в Крыму. В порту Феодосии был подбит большой десантный корабль «Новочеркасск». Позже командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук написал, что корабль уничтожили украинские пилоты. По предварительным данным, судно доставляло в аннексированный Крым из Ирана ударные беспилотники «Шахед». Ранее в порт Феодосии после серии украинских ударов по Севастополю перебазировали некоторые корабли Черноморского флота России. Пілоти тактичної авіації повітряних сил завдали удару. Спланована операція і Збройними силами, і з іншими силовими структурами, дійсно, яка, ви зараз показуєте кадри, які дійсно приголомшуючі, так, що знищено корабель, ймовірно, з боєкомплектом, потужним боєкомплектом. Ну, тому, власне, хто може володіє інформацією, який саме він був, і може оголосять уже пізніше. Ну, але все ж таки робота зроблена колосальна, великий десантний корабель знищено і, власне, поповнив він, власне, той флот, який очолює зараз крейсер «Москва». В Минобороны РФ признали, что их десантный корабль поврежден. Пишут, что он якобы отражал удар авиационных управляемых ракет ВСУ. Ну и чтобы было не так позорно, он даже сбил украинские самолеты. Впрочем, украинские военные это опровергают. Ну а тем временем оккупационный глава Крыма Аксенов сообщил, жители нескольких домов Феодосии отселят в связи с детонациями и пожаром. Порт оцеплен. К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб 1 человек, 2 ранены. Повреждения получили 6 зданий, в основном выбиты окна. 6 человек эвакуированы в пункты временного размещения. Остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме. Ограничений по пассажирским перевозкам нет. Назначенный Россией глава города сообщает, что в Феодосии все хорошо, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, на паре улиц перекрыто движение, изменены маршруты общественного транспорта. Кроме того, оккупационные власти также пригрозили уголовными делами авторам видеозаписи мощного взрыва на слегка поврежденном корабле. В окрестностях Феодосийского порта можно встретить множество фрагментов обшивки большого десантного корабля «Новочеркасск». Сегодня ночью он получил повреждения. Вот такие достаточно крупные фрагменты можно встретить в Феодосии. Новочеркасск стал вторым большим десантным кораблем, который потеряла Россия с начала войны в Украине. Ранее ВСУ удалось уничтожить БДК «Саратов». Мы показали, что мы уничтожаем корабли Черноморского флота и такой большой десантный корабль. Это по моральному, так сказать, формату. То, что именно армия, как они считали, Россия неприступная, корабли, так сказать, они защищают мощно. Мы этот миф очередной раз развеяли. Вторая составляющая: в составе Черноморского флота таких кораблей несколько. Поэтому в данный момент уничтожение его – это подрыв, еще раз повторю, Черноморского флота. Вот, в Черное море Россия новых кораблей направить не может. Невозможно продвинуться через, соответственно, протоки, там запрет военным кораблям. Ну и, соответственно, через сушу они переместить их не могут. Произвести, тем более где-то там в Новороссийске, чтобы разместить, ну, могут малые, большие, конечно, также. То есть это подрывы еще обороноздатности. И сам теперь корабль
это тот, который именно перемещает большое количество и шахедов, может быть, боеприпасов, ракетных систем, ну и, конечно, перемещение личного состава, для чего он и предназначен. Первые 6 украинских пилотов завершили курсы в Великобритании перед обучением пилотированию F-16 в Дании. Об этом объявило Министерство обороны Великобритании. Украинские пилоты с августа учили английский с упором на авиационный словарный запас, авиационную медицину, проходили тренировки на центрифугах и тренажерах с британскими инструкторами для обучения таким базовым навыкам. Теперь они продолжат обучение в Дании уже непосредственно на самих истребителях. Напомню, что Дания – одна из нескольких европейских стран, которые согласились передать Украине свои F-16 в следующем году. У Великобритании собственных F-16 нет. При поддержке Великобритании и наших союзников ВСУ теперь способны перехватывать и уничтожать подавляющее большинство ракет, защищая гражданское население и жизненно важную инфраструктуру. Вместе мы сейчас идем дальше, гарантируя, что в будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективного истребителя 4-го поколения F-16. В сочетании с обучением ведущих мировых ВВС это является значительным шагом вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советской эпохи. В результате израильского авиаудара в Сирии убит высокопоставленный член иранских стражей революции генерал Реза Мусави. Он отвечал за координацию военного альянса между Сирией и Ираном. Военный погиб после воздушного удара по юго-восточному району Дамаска. В Цахал, впрочем, эту информацию комментировать не стали. Я не комментирую действия иностранных изданий, любые действия на Ближнем Востоке. Очевидно, что Цахал призван защищать интересы и безопасность Израиля. Группировки Хамас и Исламский джихад отклонили предложение Египта отказаться от власти в секторе Газа в обмен на постоянное прекращение огня. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в египетских службах безопасности. Египет, один из посредников в переговорах израильтян и палестинцев, предложил провести выборы, заверив Хамас, что его членов не будут преследовать. Однако представители группировки на переговорах в Каире отвергли любые уступки, кроме выдачи захваченных заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных. В свою очередь, израильский премьер Нетаньяху посетил сектор Газа и поблагодарил военных за отличную работу. 7 октября еще не закончилось. Это не конец. Мы должны сделать так, чтобы это никогда не повторилось. Для этого нужно, чтобы каждый из вас просил продолжать до конца, до самого конца. И я горжусь вашей решимостью. Это нелегко, но с другой стороны, это легко просто идти до конца. Хроники сверхдержав. Лукашенко прилетел в Петербург на заседание Высшего совета Европейско-Азиатского экономического союза, чтобы помечтать о крахе Украины. В мечтах кремлевской содержанки Зеленский уже начал понимать, что единственный путь урегулирования конфликта – это политический, и надо только плотнее работать с киевскими властями в этом направлении. Ну и куда же без драгоценного в РФ продукта яиц? 2 престарелых Петросяна даже пошутили по этому поводу. За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе, птице, молоке, овощах, растительных маслах, в яйцо курином и в других продуктах. Поставьте нам немножко, не жадничайте. Россиянам тем временем не до шуток. Федеральная антимонопольная служба возбудила в 4 регионах дела в отношении производителей куриных яиц. Они в октябре допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 40% по сравнению с сентябрем, при том, что их себестоимость снижалась. Во всех регионах Северного Кавказа и Юга России цена на продукт выросла примерно на четверть только за ноябрь и почти в половину с начала года. Власти не придумали ничего лучше, как штрафовать производителей и увольнять мелких чиновников. Но на самом деле война тут тоже замешана. Путинская экономика не может ничего производить. Вот сейчас было много шума из-за яиц, например, да.
и выяснилось, что это чисто номинально вот эти яйца, там несушки несут на территории России, но все там, корма, антибиотики, ветеринарные препараты, все это импортное. Еще вот такой, например, момент, очень интересные данные от отрасли птицеводческая сообщила, что, например, в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения, импорт инкубационного яйца несушек, это вот то, из чего, собственно, куры несушки должны вылупляться, да, был больше 500 миллионов штук в год. Сейчас это упало до 200 миллионов с небольшим, то есть там примерно на 2/3. Вот это результат конфронтации с Западом, потому что, в принципе, все эти вот наиболее эффективные селекционные породы, они импортировались оттуда. Поэтому это только кажется, что это наша советская курица и яйцо. На самом деле во всем, что россияне покупают, столько импортных компонентов, что, конечно же, это все будет тащить цены только вверх. В Белграде продолжаются протесты сербской оппозиции против официальных результатов выборов. Более 1500 человек перекрыли движение в центре Белграда и направились к зданию столичного полицейского управления. Полиция перекрыла все улицы на путешествие. Также прекратили движение общественного транспорта. Протестующие требуют отчитаться, где находятся задержанные сторонники оппозиции. Около 40 человек были арестованы накануне в ходе беспорядков у здания администрации Белграда. Протесты в столице Сербии продолжаются уже больше недели. Оппозиция заявляет, что самые большие фальсификации совершались именно в Белграде. Позади нас стена, к которой нас прижали, а перед нами полицейские кордоны. Я спрашиваю Александра Вучича, кто платит за эти полицейские дубинки? Кто платит за эти перцовые баллончики и слезоточивый газ? Кто за это платит? На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!